Всем привет! Сегодня отправляемся гулять по старому городу Пхукета. Узнаем, почему формат работы из дома был там очень популярным еще почти 100 лет назад. Посмотрим, что стало с первым all-inclusive отелем на Пхукете и поймем, почему сейчас старый город привлекает так много туристов со всего мира. Погнали посмотрим! Вообще старый город получил свое активное развитие тогда, когда Пхукет еще не был таким популярным туристическим направлением, как сейчас, а виной тому олово, которое нашли здесь. Соответственно, сюда поехали в основном жители Китая, которые хотели это олово добывать и на этом зарабатывать. Поэтому здесь начало формироваться такое поселение, назовем его так, отстраиваться в не совсем привычном для Таиланда стиле. И большую популярность получили шопхаусы. Это формат помещения, где на втором этаже расположено место для жизни, а на первом этаже место для работы, например, кафе или магазин. Поэтому формат работы из дома здесь стал популярен еще до того, как это стало мейнстримом. Сейчас формат шопхаусов продолжает жить и развиваться в старом городе. На первых этажах зданий работают кафе, магазины, массажные салоны, бары, мастерские. В общем, все, чтобы задержаться в старом городе на несколько часов. Мое внимание каждый раз привлекают таблички на домах, обозначающие вид деятельности шопхаусов. Кажется, что эти таблички сохранились со времен расцвета старого города. И я сразу представляю, что это семейные бизнесы, традиции которых передаются новым поколениям. Идея эта мне очень нравится. Не уверена, конечно, что за всеми этими табличками скрывается такая история, но думаю, что семейные бизнесы здесь точно есть. Изучать места старого города, мне кажется, можно не один день, а главное выбрать правильное время. Очень приятная атмосфера здесь утром, когда еще нет изнуряющей жары, или ближе к вечеру. Но учтите, что многие кафе и магазины закрываются в районе 6 вечера, а бары в основном работают до 12. И покажу несколько своих любимых мест. А утром стоит заглянуть в кофейню «Граф», у них огромный выбор кофе, а также напитков на его основе. И место выглядит, очень стильно. Недалеко от кофейни находится арт-пространство-галерея. Это классное место, где ребята кайфуют от процесса создания картин и от той атмосферы, которая формируется вокруг. Купить что-то интересное можно в местечке под названием 11 to Market. Посмотрите, какие здесь милые слоненькие, есть украшения, есть аксессуары, можно даже померить одежду, но в моем случае для этого было слишком жарко, зато, как обычно, можно что-то вкусное перекусить. А на втором этаже у них есть аутлет спортивной обуви, и кажется, что все модели там оригинальные. Когда проголодаетесь, загляните в очень вкусную китайскую лапшичную. А что там стоит попробовать, я рассказываю в одном из видео. Приехав в старый город, обязательно дайте себе время просто погулять и найти места, которые в дальнейшем станут вашими любимыми. Здесь удивительная атмосфера, и я уверена, что каждый найдет то, что зацепит именно его. Я, например, просто влюбилась в атмосферу этого магазинчика. А закат очень здорово встретить в баре Лув. Просто почувствуйте эту атмосферу. И согласитесь, она очень подходит, чтобы подписаться на мой канал. С форматом шопхаусов мы на сегодня закончили, ведь не только они интересны в старом городе. Очень хочется рассказать про две гостиницы. Первая может быть знакома любителям Лео Ди Каприо, ведь именно она, старейшая гостиница Пхукета, открытая в 1927 году, появляется на первых кадрах фильма «Пляж». Я прочитала, что раньше отель был известен под названием Ун-Ун Hotel. В переводе с китайского «Ун-Ун» означает «приятное пребывание» и счастье для всех посетителей. Правда, в переводчике на китайском это предложение звучит так. Не знаю, чему верить, но сейчас гостиница называется On Hotel, и легенда гласит, что такое название было легче запоминать иностранцам. Конечно, отель сейчас полностью отреставрирован, но сегодняшние гости могут почувствовать, каково было проживать на Пхукете в эпоху оловянного бума. Хотела подняться наверх и там поснимать, но туда пускают только гостей отеля и, наверное, Леонардо Ди Каприо. А мы отправляемся ко второму интересному отелю. Систему All Inclusive в нем придумали еще, опять же, задолго до того, как это стало мейнстримом. В момент внедрения ее сюда еще не было международного аэропорта на Пхукете, поэтому идея не получила такого активного развития.
Сейчас первый all-inclusive отель на Пхукете закрыт, и его здание является музейным комплексом, но в настоящее время его владельцы развивают сеть премиальных отелей на побережье, поэтому их бизнес точно можно назвать очень успешным. А дальше мы с вами заглянем в два очень интересных здания, архитектура которых, я бы сказала, является визитной карточкой старого города. Интересная история постройки этих музейных сейчас зданий. Вообще изначально здесь построили банк в 1911 году. В Бангкоке, кстати, открыли в 1906. И после этого поняли, что банк является местом, которое могут ограбить, и поэтому построили эти башни, которые являлись полицейским участком. А верхушка этой башни выглядела как шапка полицейского в те времена. Еще мне очень понравилась идея проголосовать, что же для вас Пхукет. Можно выбрать море, культуру, традиции, достопримечательности, добычу олова, вкусную еду и проголосовать человечком. Мой человечек отправился купаться. Так выглядел Пхукет в период 1860-х годов, прямо до того, как стать оловянным центром всего Таиланда. А вот сама добыча олова. И, кстати, интересно, почему же именно жители Китая приехали сюда заниматься этим ремеслом. Кстати, предки основателей первых отелей на Пхукете также были из Китая. Здесь пишут, что в Китае была какая-то очень современная технология по добыче олова, и поэтому китайские рабочие приезжали сюда и сформировали огромную группу населения людей на Пхукете. Здесь довольно небольшая, но интересная экспозиция. Рассказывается о том, что изначально Пхукет был известен своими полезными ископаемыми, но со временем экономическая структура начала меняться, и все-таки туризм взял свое. И здесь мы видим график привлечения туристов на остров, начиная от 145 тысяч в 1981 году до 14 миллионов в 2019. Но после ковида показатель опустился до 1 миллиона и только в 2023 году приблизился к значениям до ковидного периода. Кстати, важное место здесь занимает Леонардо Ди Каприо. После пляжа туристов точно стало больше. И всегда интересно посмотреть, как же изменился старый город с течением времени, но правда на некоторых фотографиях кажется, что они просто стали цветными. И мне очень понравилась идея, реализованная в башне музея. Пространство между лестницами показывает, как застраивалась территория и из зоны лесов превратилась в настоящий город. Такой, каким мы видим его сегодня. Колоритный, яркий, с радостью встречающий гостей со всего мира. Я надеюсь, что сегодня вам было интересно. А в следующем видео мы отправимся на кулинарный мастер-класс тайской кухни, который пройдет в одном из лучших ресторанов Таиланда по версии гида Мишлен. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. И до встречи! Будет очень вкусно!